Привет! Смотрел я тут видео Александра Щербина, причем довольно старое его видео, по-моему, уже почти год, где он рассказывает про цифровой звук. И вот на шестой минуте он начинает говорить про разрядность. Разрядность 16 бит является стандартом для качественной звукозаписи. Я часто слышу от профессионалов звукозаписи, что они используют глубину 24 бита. То есть это 16 миллионов 777 тысяч 216 отсчетов. И даже 32 бита. 4 миллиарда 299... Какая разница? В общем, больше 4 миллиардов отсчетов. Это вообще... И сэмплинг 96 и даже 192 кГц. Мол, при постобработке можно что-то там вытянуть. Бред полный. Это же, во-первых, какие гигантские файлы получаются, а во-вторых, в природе не существует микрофонов с таким динамическим диапазоном, не говоря уже об усилительном тракте. Ну вот предположим, что вы ошибетесь с уровнем записи, сделаете фонограмму очень тихой, то никакая повышенная разрядность вас не спасет, потому что ошиблись вы в аналоговой части тракта, и значит, вытягивать фонограмму будете вместе с имеющимися в ней шумами, и повышенная разрядность вас не спасет. Убрать шумы без потери качества основного сигнала невозможно, а в байки про уникальный слух я не верю. Но я как бы записываю всегда, что материалы для фонограмм, то есть инструменты, там, вокал, барабаны, в 24 бита 44100. И вот то, что говорит Александр, он говорит, что 24 бит в принципе не дают преимущества. Ну, то есть, если немножко пойти дальше в рассуждениях, получается, что АЦП 24-битный, его как будто бы нету. Вместо него эквивалентная схема — это 16-битный АЦП, за которым стоит повышение разрядности, и младшие 8 разрядов заполняются фактически случайными числами. Меня бомбануло, честно говоря. Еще, оказывается, Александр, как и я, рижанин. Вот, так что думаю, ну, понеслась. Я хочу проверить на самом деле это утверждение, потому что, ну, если Александр прав, это действительно достаточно интересно. Я думаю, что все-таки 24 бита дают преимущество по динамическому диапазону. Насчет микрофонов я, может быть, согласен, но преампы, встроенные в аудиоинтерфейс, зачем тогда он вообще пишет 24 бита, если 24 бита не дает никаких преимуществ? Значит, я подключил конденсаторный микрофон Samson C01, поставил гейн на минимум, и, в принципе, вот уровень, вот как я сейчас говорю, я уровень, ну, он иногда промелькивает на отметке минус 48 децибел, то есть он чуть-чуть до нее доходит, до этой отметки. Я собираюсь записать, ну, чтобы всем было проще, фрагмент русской народной песни, да, в этот микрофон на минимуме гейна в режиме 24 бит, после чего я на компьютере деградирую этот файл до 16 бит, и потом посмотрим, что получится. Я бы мог записать и 16 бит отдельно, но я думаю, в этом нету смысла. Если прям кто-то будет кричать, что это нечестный какой-то эксперимент, я могу потом и 16 бит записать.
Во поле береза стояла, во поле кудрявая стояла. Теперь посмотрим, что можно получить на компьютере из этого файла. Значит, вчера я открыл файл на компьютере, экспортировал его в 16 бит, сравнил оригинал с экспортированным вариантом, увидел, что шумы там больше, примерно на 8 дБ. Записал все, смонтировал практически видео. И сегодня утром понял, что мог пропустить одну важную вещь. А именно, у меня при экспорте был включен дизеринг, то есть подмешивание шума. Соответственно, я отключил дизеринг, опять же сделал экспорт в 16 бит. И, в общем-то, разницы уже не было, скажем так. Ну, сейчас я покажу. Значит, экспорт аудио, дизеринг выключен, соответственно, 16 бит. Sign PCM. Сохраняем. Открываем. Нормализуем по уровню. И это исходный файл, он пикует, шум у него на минус 42 дБ. Это 16-битный файл. У него шум также пикует на минус 42 дБ. Если мы посмотрим конкретно шум, то он немножко выглядит по-разному, но суть это не меняет. Сейчас я его тоже нормализую. Значит, вот шум в 24-битном файле, вот шум в 16-битном. На звук, ну, разницы нет. Да, он выглядит немножко по-разному, но это, в общем, не принципиально. Если мы посмотрим спектр, то, ну, как бы тоже разницы, грубо говоря, нет. То есть, что шумы квантования, что шумы преампа. Я даже сделал еще один коротенький эксперимент. Я взял вот этот микрофон Shure 55. Это динамический микрофон, у него выход поменьше, ну и плюс у него нету встроенного преампа, как у конденсаторного микрофона, соответственно, нету шума от этого преампа. Получился вот такой файл, который действительно ниже по уровню, вот здесь даже как бы ничего не видно, не слышно, но опять же, его экспортируем в 16 бит. Открываем. Смотрим. Значит, нормируем сигнал здесь. Нормируем сигнал здесь. Вот что в исходном файле.
Опять же, выглядит немножко по-разному, но на слух разницы нету. Если мы, давайте применим шумоподавление к этому файлу. Подавление шума, создать модель. Подавление шума. Ну, стандартные настройки тут. Минус 12. Так он выглядит. Значит, здесь то же самое. Подавление шума. Создать модель. Подавление шума на минус 12 децибел. То есть шум собственно, как и основной сигнал, ну, выглядит примерно одинаково. Ну, что можно сказать? Выходит, ну, что, по крайней мере, не могу говорить, конечно, за все аудиоинтерфейсы, но что касается вот моего Zoom R24, то в нем получается, что возможность записи в 24 бита, она абсолютно ничего не дает, то есть мы получаем, грубо говоря, то же самое, потому что шумы квантования в 16 бит, они теряются на фоне шума от преампа. То есть, действительно, запись 24 бит, ну, повторюсь, на этом конкретном интерфейсе, во всяком случае, это чисто маркетинговый ход. Никакой пользы от нее нету. Кстати, интересно будет, если кто-то еще сравнит на других интерфейсах, на других рекордерах, звуковых картах. Может быть, где-то разница есть. Ну вот на этом все. Спасибо. Счастливо.